Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить очень вкусный, простой салат из пекинской капусты с индейкой и сметанным соусом. Готовлю салат из тех продуктов, которые были у меня в холодильнике. Продукты для салата я подготовила заранее, чтобы сократить время видео. Нарезаю оливки. В салат положу 10 штук, так как в моей семье их не очень любят. Количество всех ингредиентов в салате по вкусу. Если вы любите оливки, то можете положить их в салат целиком. Список всех необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Готовлю сметанный соус для салата. У меня в миске 270 грамм сметаны жирностью 20%. Жирность сметаны по вкусу. Через пресс добавляю 1 крупный зубчик чеснока, 2 столовые ложки лимонного сока, это сок половины небольшого лимона, 2 чайные ложки французской горчицы и мелко нарезанный небольшой пучок петрушки. Петрушку можно заменить укропом. И добавляю 60 грамм тертого сыра. Можно использовать любой сыр, твердых или полутвердых сортов. Все перемешиваю до однородности. Собираю салат. В миске у меня 500 грамм пекинской капусты. Пекинскую капусту в этом салате можно заменить на листья салата или на любой кочанный салат. Например, на айсберг. Добавляю 125 грамм отварного филе индейки. Индейку можно заменить на курицу или говядину. Добавляю 110 грамм красного сладкого перца, 90 грамм помидоров черри и оливки. Аккуратно перемешиваю. Солю и посыпаю черным молотым перцем по вкусу. Снова перемешиваю и добавляю в салат сметанный соус. Хорошо перемешиваю, чтобы все продукты равномерно распределились в салате и были покрыты соусом. Мой салат готов. Его можно хранить в холодильнике не более 3 дней. Я решила украсить порцию салата веточками петрушки и посыпать семенами белого и черного кунжута. В моей семье любят различные салаты, а этот салат очень любит мой сын. Салат готовится быстро, особенно если у вас есть отварное мясо, а получается вкусным и полезным. Сметанный соус добавляет изюминку этому простому салату. Поэтому сметану для салата лучше берите жирную. От ее вкуса во многом будет зависеть вкус салата. Приготовьте вкусный и простой салат из пекинской капусты по этому рецепту. Думаю, что он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!